Здравствуйте, дорогие мои подписчики. Здравствуйте, дорогие мои подписчики, любители программирования робототехники. Сегодня продолжаем курс по программированию в Castle Game Engine, создание игры. И сегодня рассмотрим варианты управления нашим персонажем и непосредственно камерой. Какой встроенный механизмы, какие можно сделать быстренько скриптовые варианты. Ну а на основе этого, соответственно, дальше анализировать, какой формат игр здесь мы можем с вами, посмотреть, реализовывать, соответственно. Я рассматриваю это со стороны 3D игры. Конечно же, здесь можно еще и 2D игру делать. Есть множество документации, статей, которые, соответственно, вы можете посмотреть в предыдущих видеороликах. Здесь я просто продолжаю тему 3D модели, 3D игры. Итак, у нас есть некий персонаж, вот, который мы добавляли в прошлом уроке. Есть камера непосредственно. И, например, я хочу управлять. У меня есть элемент Welcome Navigation, который я добавил в прошлый раз. Welcome Navigation определяет нам управление, соответственно, как бы от первого лица. От первого лица. Поэтому у нас есть некая камера, вот она. И мы можем сюда добавить, наш персонаж. Попробуем его использовать как, соответственно, навигацию. Да? Давайте попробуем вот взять, где наш персонаж здесь. Сейчас посмотрим, найдем. Вот, сцена 3. Назову его Player. И, соответственно, буду сейчас размещать, стараться. Вот так, 180. Посмотрим сейчас на камеру. Видите, под камеру у нас, соответственно, он выходит. Сейчас я его настраиваю. Он примерно смотрел. Так, где у нас эта камера? Вот она. То есть камеру можно в нашем случае двигать. Соответственно, как будто от первого лица можно вот в таком формате. Посмотрим, что у нас тут получится. Соответственно, давайте попробуем вот в таком формате сделать. Итак, камеры, наверное, отправим и нашего игрока. Так, просто перетаскиванием и иерархии. То есть, если мы камеру, соответственно, будем перемещать, то как бы должна двигаться вместе с игроком. Давайте посмотрим, что у нас в этом случае получится с вами. Так, и ждем сборки. Угу. Итак, в нашем случае, обратите внимание, как получается. То есть наш персонаж, он двигается вместе, соответственно, с камерой, вращается. Не всегда это хорошо. Если, соответственно, мы, соответственно, убираем это вид от третьего лица, то есть это как от третьего лица от первого лица, то это не критично, то есть мы уходим за него, и остаются какие-то некие руки. Там можно модель рук еще сделать, соответственно, и анимацию уже к ним там подключить какой-нибудь инструмент, который позволит нам
непосредственно, ну, то есть там он бегает с каким-то фонариком, с киркой или еще с чем-нибудь. То есть сам по сути нам сама 3D модель основного персонажа и не нужна в итоге будет. То есть она будет сейчас скрыта, но я думаю, вы знаете такие типы игр, которые подразумевают такой процесс. Это один из вариантов использования, то есть есть некая болванка, к ней можно прикрутить какие-то инструменты, которые будут видны через камеру, потому что там руками поднимает, двигает там, и так далее. А остальная структура нам и сильно не нужна. Так, это он у нас... Это у нас он... Подлетел, потому что они начинают конфликтовать, да. То есть близко уже сильно не стоит. Так, это один из вариантов управления. Давайте посмотрим. Давайте посмотрим, что у нас можно получить через другой вариант управления. Например, от третьего лица. Или даже от первого лица. Вот чтобы, например, у нас... Давайте сначала вот от первого лица, да, закончим. Чтобы у нас, например, наш игрок не двигался, как хотел под действием камеры, можем, наоборот, камеру внутри игрока расположить. Вот таким вот образом. Тогда в нашем случае... То есть вот так вот, если видно... Вот в таком формате плеер, камера. И теперь у нас иерархия главный игрок, а второстепенно камера. Угу. Так. В этом случае мы можем заметить, что игрок у нас не двигается за камерой. Не двигается за камерой. То есть в нашем случае игроку нужно еще написать для нашего аватара игрока непосредственно логику, например, для движения вместе с персонажем, с камерой, извиняюсь. С камерой. То есть даже если мы в этом случае поставили с вами иерархически плеер главным, чем камера, но по умолчанию данный шаблон Welk Navigation, он, соответственно, привязан к камере, и мы не можем никак воздействовать. Но есть другой вариант. Вот так вот сделаю немножечко. Воспользуйся не Welk Navigation, а, например, Navigation. Castle Third Person Navigation, так называемый. Здесь нам нужно указать, соответственно, с кем мы будем навигация, с игроком в данном случае. Плеер у нас, соответственно, с камерой связан, но сейчас он выдаст нам ошибку. Поэтому нам нужно, чтобы он не выдавал ошибку, нам нужно подключить класс Castle, Castle Personal Navigation. Он здесь как раз указан. Точнее, этот тип данных указан, соответственно, он привязан к Castle Navigation. Мы должны это, соответственно, перейти и настроить. Где мы будем настраивать? Конечно же, в скрипте, который у нас основной, в котором мы программировали в прошлых занятиях с вами, с боксами и так далее. То есть вот в этом месте, в Uses, мы можем, соответственно, с вами добавить нужный класс
который необходим для работы от третьего лица камерой и персонажем, объектом. Ну, это самый вот простой способ. Так, сейчас я его возьму. У меня уже здесь заготовочка. Вот так, Castle Fields Personal Navigation указываю. Сохраняю, конечно же. И непосредственно теперь переходим в наш проект. Пока я ничего, никакие настройки дополнительно не делал. У меня сейчас все осталось так же. У меня игрок главный. Соответственно, камера к нему принадлежит, этому объекту. У игрока и камеры, соответственно, сейчас нет коллайдеров. Ждем прогрузки. Сборки, точнее, предварительной. Итак, смотрим, что у нас тут получилось. И вот простое управление. Как видите, ошибок нет. Я управляю W вперед, S назад, A поворот, D поворот. Соответственно, сейчас камера у меня не вращается. То есть в зависимости от того, камера у меня сейчас статичная, в зависимости связана непосредственно с объектом. Как я камеру расположу, так и будем смотреть от персонажа. То есть мы можем сделать псевдо, например, 3D, да? Мы можем эту камеру разместить вот таким вот образом. Например. Вот так, вид сверху. Я думаю, известный вариант. Такого типа игр тоже. Почти 2D, но формат как будто кажется 2D, но с элементами 3D. То есть более такой объемный получается игра. Интересно, можно экономить в таком формате на неких детализациях крупных, но зато вид сверху, там, например, этот, я думаю, интересный вариант тоже. Там есть такие варианты, как нахождение там по миру с видом сверху, соответственно, взаимодействие с объектом. Ну, настраиваем камеру, настраиваем как хотим, ну, соответственно, и вот и уже у нас двигается так, как нужно. Соответственно, мышка уже здесь работает, как можно выбирать, кликать по объекту. Например, по каким-то и взаимодействиям. Там собирать что-то, убегать от элементов. Соответственно, у него уже встроенный некий функционал там заложенных кнопок. Ну, давайте вернемся сейчас в исходное положение. Итак, возьмем обратно вернем положение камеры, например, от третьего лица. Как мы изначально, ну там обычно шутеры всякие, тот же самый условно Ведьмак, это какого, Смута. Так, ну и подобная Готика. То есть много там различных у нас игр с вами на такую тему. Часто распространенный вариант, РПГшка. Пока работать с анимацией мы не будем трогать. Вот мы сейчас пока работаем с камерами, настройка. Итак, что у нас тут есть в Navigation? В Navigation, First Personal Navigation, у нас, соответственно, указаны размер прыжка, условно, на этот сила, так сказать, прыжка, бег.
Например, бег сделаем 10 пикселей. Скорость движения у него указана, соответственно, единица. Увеличим хотя бы в 5 раз. Да, давайте 5 раз у меня по карте. Пошустрее он бегал. Вот так, у него заложены, как видите, некие анимации касательно анимации движения камеры, там элементы капсулы. Так. И, соответственно, давайте вот включим... Где-то у нас тут был. Вот он. Mouse look. Работа с mouse look, соответственно, и работа с движением камеры. Вот есть горизонтал, есть вертикал. Соответственно, я укажу здесь чувствительность перемещения по горизонтали. Могу указать и по вертикали. Чем большое значение, тем он будет более резко. Ну, соответственно, я сделаю так, что универсальный вариант пока, если у всех, наверное, чувствительные уже мыши, достаточно очень хорошо, то есть значение тут можно маленькое делать. Если кому-то нравится, можно еще инвертировать мышь. То есть, ну, это все в настройках меню игры, тоже можно это все настраивать. То есть давайте вот попробуем сейчас запустить. Yes. Так. И вот я уже двигаю мышкой, соответственно, и камера вращается относительно нашего персонажа. Он перемещается уже достаточно бодренько. Сейчас я нажму, соответственно, Shift и как будто бегу. То есть в 2 раза быстрее. Здесь, соответственно, Space это прыжок, но так как у меня гравитация сейчас не указана, он у меня не работает. Давайте сейчас это исправим, поставим гравитацию. И посмотрим. Итак, управление, вот видите, по мышкой мы можем вращать камеру, но не самим персонажем. Тут тоже это нужно учитывать в данном случае. Так. Возвращаемся в наш элемент. Так, и гравитацию. Давайте посмотрим. Включим гравитацию нашему персонажу, плееру. Правой кнопкой мыши. Add Behavior, Physics, Collider. Box Collider, например, я поставлю. Сразу у него Rigid Body. Я могу сразу вес массы коллайдера указать. Ну, например, 70 килограмм. Стандартный вес. Так. Ну вот у меня сейчас уже будет с гравитацией. Вот видите, я уже прыгаю. У меня просто одна анимация, и поэтому он у меня только ходит. Так. Прыгает. И, соответственно, может смотреть по сторонам. Как бы. Я могу смотреть по сторонам. Соответственно, если мне этого не нужно, например, я могу этот His Personal сделать от первого лица, включить поворот только по горизонтали, и, например, сделать камеру главной, а не игрокам. Но это уже, как говорится, можно посмотреть, поколдовать в этом иерархии. То есть мы с вами уже рассмотрели 2 способа управления. Как минимум вид сверху, вид спереди от первого лица, даже 3 варианта. Все они работают. То есть либо вы используете Welcome Navigation от первого лица, условно, он больше используется, можно, конечно, и использовать его как вид от третьего, это верхнего, там, от третьего лица сверху, например.
можно, соответственно, вот как First Personal Navigation, Person Navigation, как третьего лица, вот настраивать различные элементы для уже управления третьим лицом объектом. У нас в данном случае здесь реализовано по умолчанию, видите, повороты по А и S, А и D и W, S. Но можно, соответственно, реализовать немножко другой вариант управления. Можно другой вариант управления сделать. Тут только нужно обратить внимание, как у нас ориентирована камера. То есть камера и плеер. То есть более-менее должны быть одинаково. У камеры, у плеера есть у нас, соответственно, direction направления, есть up, соответственно, поворот относительно какой оси реализован. Это тоже очень важно. И, например, мы можем простым, незатейливым способом заставить немножко поработать, например, нашей мышкой для определенных целей. Управления, например, персонажем. Правда, она будет немножко специфичная, но, может быть, для каких-то игр она пригодится нам. Итак, я перейду в логику игры. В данном случае это у меня GameView Main. Он стандартно появляется скрипт, если помните из предыдущих уроков. То есть он здесь всегда есть. Мы с вами должны сделать? Мы должны с вами обязательно импортировать еще один модуль, класс, точнее, извиняюсь, правильно, класс будет. Называется он Castle Transform, в котором лежит управление камерой. Если что, вот это вот управление камерой, соответственно, это у нас управление стандартным механизмом навигации. Соответственно, нам нужно здесь публично сделать публично объекты это игрока. Соответственно, у нас он называется player. И привязать его, соответственно, к типу данных, который он стандартно и является. Кем он является стандартно? А является он стандартно T-Castle Scene. Непосредственно T-Castle Scene. Вот таким вот образом, да. Ну и, соответственно, у нас есть еще камера. Давайте обратим внимание на нее. У нас камера называется камера 1. Поэтому ее тоже мы сейчас с вами вызовем здесь. Камера 1. Двоеточие. И она относится к Castle Transform. Принадлежит классу. Поэтому здесь нужен, в ней есть, соответственно, определенный тип T-Castle Camera. T-Castle Camera. Вот так. Сохраняем. Ну, идем ниже. Тут у меня, соответственно, движение, как вы помните. Нас интересует старт и апдейт. Ну, в данном случае апдейт в первую очередь. Апдейт.
Например, мы возьмем player и воспользуемся его свойством direction. Присвоим значение direction, соответственно, например, давайте в первую очередь камера 1 direction. И посмотрим вообще, что у нас получится в этом роде. Player direction, camera direction. Ctrl-S. Ну и, соответственно, понаблюдаем за процессом реализации. Что мы тут получим с вами? И видите, я начинаю вращать мышкой, и у меня вращается, ну, соответственно, вместе, соответственно, со мной и непосредственно наш персонаж. И причем он даже идет куда-то без указания, что он должен сейчас стоять на месте. Так, ну вот это прям самый простой вариант. Мы сейчас его вставили и увидели результат. Давайте подправим этот вариант. Подправим сейчас с вами его. Итак, Player Directions направление у нас будет определяться через Camera Direction. Логично. Ну давайте через конкретные оси Camera Direction. Например, возьмем Direction, это трехмерный вектор, поэтому возьмем вектор 3. У нас уже класс такой подключен, вектор 3. И вот мы, например, Direction, соответственно, .x 0 и Camera Direction Z. Так. Camera Direction Z. Вот таким вот образом. То есть мы по Y заставим его не двигаться, а вот по оси X мы, соответственно, попробуем поколдовать. Итак, я сохранил. И сейчас попытаюсь запустить наш проект. Так, вроде бы пока ничего не происходит. Вроде бы пока ничего не происходит, как видите. Все нормально. Но в целом то, что у нас отключилось теперь в этом случае, отключается управление поворота влево-вправо. То есть в данном случае он уже не двигается так, как нам нужно. Но это ничего страшного. То есть он двигается вперед, и мы вращаем камеры. Давайте вернемся в исходный проект кода и подправим небольшой вариант. Давайте поменяем местами. Вот так. Вот так примерно. Сохраним. Обязательно сохраняйте наш код. Иначе он, соответственно, мы ничего не увидим. Результата никакого не будет. То есть это то же самое, что мы изначально запускали. А это нам не нужно.
И вот сейчас мы видим, он начинает двигаться. Вращаться. Правда, в противоположные стороны инвертируется. Но, к сожалению, больше я, например, не смог. То есть лучше сделать. Но он уже вот так вот может вращаться. Если у кого-то есть другие способы, варианты, можете подсказать. Ну, вот вариант управления. Очень полезна такая форма, например, вот вид сверху. Как видите, если камера будет вид сверху, статично можно сделать так, чтобы она только вращалась по определенной оси. Или вообще не вращалась. То мы, соответственно, вот с вами видим вариант управления с помощью мыши. Тоже очень полезная форма управления, например. То есть мы можем это реализовывать. Так, ну это вот еще один из вариантов работы управления быстренького настроя в нашем проекте. Так, а давайте что-нибудь другой вариант рассмотрим. То есть я отключу, закомментирую этот способ воздействия мышкой. А теперь здесь попробуем дать управление, например, через кнопки. Кнопки, например, A и D. Чтобы он у нас двигался, не поворачивался, а сдвигался влево-вправо. Я думаю, логично. В некоторых способах управления возможны такие варианты. То есть полная картина, конечно, управления такого вместе с непосредственно EW и S можно реализовать. Ну, давайте вот сейчас у меня есть заготовочка. Я вот сюда в апдейте, также продолжаю в апдейте добавлять. Сейчас я сниму комментарии. У меня здесь по одному действию, поэтому я здесь begin end не ставил, соответственно. Обратите внимание, если у вас будет больше одного действия в условии, то вам придется тогда... Так, ну это оставим мы, не будем удалять. Ну, тут у меня простая. При нажатии А он у меня идет в левую сторону, должен при нажатии на D в правую. В зависимости от ориентации, обратите внимание, в зависимости от того, какая модель у вас, какая ориентация, где у вас положительная, где отрицательная ось, это может поменяться направление. Так что учтите этот вариант. Ну, как и в Unity, если кто-то работал в Unity, я думаю, этот момент тоже будет понятен. Так. Запускаем. Пардон, у меня шаблон-то был. Я не добавил. У меня там программа была написана переменная, когда я экспериментировал в Velocity. В Velocity, соответственно, нужно добавить. Он у меня поэтому ругнулся на Velocity, которую я еще и не добавил здесь в изначальный вариант. А его нужно добавить. Ну, его добавим, соответственно, в переменную wire, где у нас public. Конечно же. То есть у нас вот тут where. Но мы здесь еще ни разу не добавляли. Да, мы тут ни разу не добавляли с вами. Ну, например, вот сюда мы можем, где public, добавить переменное where. Where velocity double. Вот, соответственно, здесь velocity это у нас некое число. И в старте мы его укажем ему значение
присвоим, ну, можно нулю пока. Вот таким вот образом. Сохраним. Сохраним. И вот она, velocity, вот здесь я укажу значение. Значение velocity, ну, у нас одинаковое, да, давайте не 0 тогда, а 0.1 пока возьмем. Если будет маленькая скорость, то увеличиваем, соответственно, пропорционально на то значение, которое нам нужно. Так, давайте попробуем перезапустить нашу сборку игры. Ну, соответственно, вот он у меня перемещается. Может кому-то такая форма пригодится. То есть я управляю влево-вправо, вперед-назад и влево-вправо. Если мне не нужно, чтобы у меня камера там двигалась в каком-то определенном формате, то я могу это, соответственно, тоже подправить. Уже непосредственно по настройке указать, чтобы камера, соответственно, не вращалась. Ну, тоже это можно сделать. Но самый простой вообще без навигации. То есть тот же самый скрипт, если использовать тот же самый скрипт, то просто убрать navigation. Navigation убрать. First person контроль, например. И в нашем скрипте дать управление, дать указание управления уже W и... так, где они? Вот они. То есть W и S. То есть мы берем то же самое, но у нас направление уже противоположно. То есть это у нас по оси X был по умолчанию, так он настраивает ориентацию. X у нас влево-вправо, Z вперед-назад. То есть, соответственно, мне нужно вот этот элемент отправить в Z. Поэтому я простым способом, вот таким незатейливым, это и реализую. Если у меня, соответственно, направление будет не соответствовать, я просто поменяю знак. И, соответственно, KA, KD, вот это все элементы K мы можем, соответственно, найти в редакторе, не в редакторе, извиняюсь, а в документации непосредственно Castle Game Engine. Я ссылку на эту документацию по кнопкам также приложу. Ну, допустим, вот так. Сохраняем. Я отключил, как вы видели, First Navigation. У меня его нет. У меня теперь только есть зависимая от меня камера и игрок. Соответственно, навигацию, встроенную разработчиками, я отключил. Я хочу сделать, например, свою навигацию, да. Ну у меня немножко не... да, у меня противоположно. Так. Вот я сейчас нажимаю S, у меня вперед, W у меня назад, A вправо, этот влево, D влево, точнее A вправо. То есть мне нужно симметрично, например, настроить мое управление моей программой. Иногда это полезно. Например, у нас какой-то не человекоподобный персонаж, а какой-нибудь, не знаю, колобок, крутящийся в лабиринте, например. Вот такая форма управления достаточно простая, но она тоже действенная вариант и может быть использоваться в какой-то игре. Так, ну и вот сейчас я подправлю
Подправляется это очень быстро. Относительно, конечно же. Итак, меняю знак значения. Соответственно, здесь тоже знак меняю. Это у меня коэффициенты. Там можно потом колдовать самостоятельно, дополнительно настраивать управление уже под тонкие такие настройки. Под себя. Так. Ну, вот это последний, наверное, формат управления. Рассмотрим. Я думаю, уже понятно, как тут все работает в целом. Связано с управлением и элементом управления. То есть, как можно использовать вид сверху, вид от третьего лица, вид от первого лица. Да, вот он все двигается. Если нужно, еще и подключаем, соответственно, мышку, если хотите, вот через Navigation, там, соответственно, просто управление мышью. Чтобы мышь, например, смотрела по сторонам. Ну а если это не нужно, то, соответственно, это и не нужно. Обратите внимание изначально, куда смотрела ориентация нашего персонажа. Это тоже очень важно. Это очень тоже важно. От этого будет зависеть, куда у вас, соответственно, направление будет указывать. То есть в какое направление он будет двигаться. Так. Ну, это самые простые варианты настройки каких-нибудь вариантов управления персонажем. Я думаю, тут уже понятно более-менее. Надеюсь, было интересно для своего будущего вашего проекта в Castle Game Engine. В дальнейшем мы посмотрим, как мы будем менять анимацию, какой вариант здесь механизма используется для, например, анимации именно вот персонажей. Ну, соответственно, анимация движения объектов, и так понятно, мы можем заскриптовать, если, думаю, из прошлых занятий, там, движение, падение, смена объектов с одного на другое разрушение, ну, тоже можно посмотреть это, как реализовывать. Вот в таком формате, ну, то есть... Можем поколдовать, посмотреть там каким-нибудь противникам еще это смена. То есть начнем со смены анимации и анимации в целом, как они реализуются. Ну а следующий, потом будет у нас урок, скорее всего, будет связан с модульной системой, точнее, свой модуль писать, добавляем, а потом уже будем QE-шки добавлять, QE-шки и звук. Вот это рассмотрим все основные элементы нашего проекта в будущем. И можно уже создавать некие простые игры, которые вот, ну, согласно вашему и моему опыту, там по-разному получится игра, но главное будет игра. На этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Пока-пока.